Здравствуйте, друзья! Сегодня речь пойдет об акустической системе Sven MS-2100. Это система 2.1 с фронтальными колонками и сабвуфером. Сзади подключаются колоночки вот таким вот образом. Колокольчики для аудиопровода, который на конце имеет разъем, как для обычных наушников, и крокодильчики для сателлитов. С фронтальной стороны колонки выглядят вот таким вот образом. Это два достаточно больших сателлита, фронтальные колоночки, которые устанавливаются на полку, и сабвуфер с некоторыми дополнительными функциями. Я не знаю, насколько они актуальны для колонок, но в них встроен еще FM-тюнер, и также есть возможность чтения с USB-дисков и SD-карт. То есть вы можете вставить в них SD-карту или флешку и слушать с нее музыку. Сабвуфер имеет вот такой вот глубокий вход. Вот я его сейчас фонариком подсвечу. Ничем он не прикрыт. И вот такое вот управление. Регулировка громкости и слоты для SD карты флешек. Достаточно большая система. Сам динамик сабвуфера находится сбоку. Он закрыт сеткой от пыли. С задней стороны всего управления только кнопка вкл-выкл этих колоночек и непосредственно разъемы, куда подключаются сателлиты и аудиопровод. Еще отсек для радиоантенны. Если вы хотите слушать радио, вам необходимо проводок с антенной еще к ним подключить. Данные колоночки я покупал около 3 лет назад, может даже чуть побольше. Служат исправно, никаких нареканий к ним нету. По заявленной частоте суммарная мощность 80 Вт. Мощность сателлитов, по-моему, 15 Вт. Я это уточню еще, вам буду показывать их технические параметры. Звук у них сбалансированный, очень достойный. На этих колонках честно написано, что эта система не является хай-фай системой. Звучание у них от 40 до 20 тысяч Гц. Но здесь все средние частоты, все высокие частоты передаются так, как положено. Единственное, сабвуфер не выдает самые низкие басы, но этого незаметно. Для квартиры этого более чем достаточно. Басов в них, поверьте, мне хватает. При этом система одна из самых дешевых на рынке. Вот эту систему я вам рекомендую брать в качестве дополнительной акустики для вашего телевизора. Можно, конечно, и для компьютера взять, но она слишком большая, на мой взгляд, для компьютера. То есть колонки слишком большие, толстые, для того, чтобы их на стол рядом с компьютером ставить. И очень большой сабвуфер. Продается это все в одной коробке, так что если будете покупать, то рассчитывайте, что будет вам достаточно тяжело это донести до дома. Либо нужен автомобиль, либо если девушка поедет покупать, возьмите с собой мужчину обязательно. Потому что достаточно тяжелое это все. Корпус деревянный, это не пластмасса. То есть звук действительно достойный. Сейчас я их включу в розетку, покажу, как они будут светиться.
Звук я пока не буду подключать. Ну, просто чтобы вы представляли, как все это выглядит. По поводу проводов, кстати. Для сателлитов провода достаточно длинные. Позволит вам их расставить на расстоянии, наверное, метров 2 друг от друга, если вам это захочется. А вот шнур, который идет в питание, включается, причем он здесь встроенный, его отсюда не вытащить, не поменять на другой, около 1,5 метров где-то. Так что рассчитывайте, что колоночки должны быть рядом с розеткой. Шнур для наушников, который будете подключать к телевизору или к компьютеру в аудиовыход, примерно 1,5 метра. Делайте учет этого. Ну, правда, шнур для наушников можно поменять, потому что он с одной стороны обычный джек 3,5, а с другой стороны колокольчики. Такой шнур можно, по идее, заменить. Это все вытаскивается. Итак, друзья, из-за короткого провода я их еле-еле дотянул до розетки. Еще раз говорю, 1,5 метра где-то длина провода для сети. Это очень маленькая. В режиме ожидания на дисплее показываются часы. Индикация достаточно тусклая. Включается он нажатием на клавишу. Так, здесь надо громкость. Вот так вот отображается, если вам что-то видно будет. Это максимальная. Это, соответственно, минимальная. Если будете подключать к телевизору, выставляете примерно громкость на 40. Нажатия дополнительные просто переключают функции. Вот тут даже радио без антенны у них заработало. Как ни странно, то есть сигнал радиостанции ловят достаточно хорошо. Сейчас я сделаю потише их, покажу вам на примере радио. Вот сейчас включена радиостанция. Звучат они вот так. На этом, в принципе, все возможности управления. Здесь есть еще, конечно, переключать песни и каналы на радиостанции, кнопочки. Но удобнее на самом деле пользоваться пультом. Колонкам идет вот такой вот пульт. Достаточно удобное управление. Громкость басов отдельно регулируется. Отдельно громкость колонок и тембр. Высокие, средние. Действительно очень достойная и очень недорогая при этом акустика от фирмы Sven. Сзади в пульт вставляются две круглые батарейки. Вот одна, вторая там утоплена в пульте получается. Ну, закрывается вот такой вот крышечкой. То есть в закрытом состоянии пульт выглядит вот так вот. Небольшого размера достаточно. Ну, то, что надо. Вот я их с пульта включаю. И выключаю. Вот сейчас колонки выключены. В интернете много по поводу этих колонок пишется, что якобы, когда телевизор вы выключаете или компьютер, сабвуфер издает гудение. По поводу гудения, по поводу шума какого-то, чтобы колонки издавали, я этого не слышу. Вот сейчас на полную катушку сделаю громкость. Разъем на PC включен. Я вообще не слышу никакого от них постороннего звука. Вот фотоаппарат вплотную к динамикам подношу. Сейчас специально помолчу. Может, вы что услышите?
Я вот, если честно, только звук часов в комнате настенных слышу, как там секундная стрелка бежит, больше никаких посторонних звуков. Сейчас расскажу вам об их недостатках. Достоинства я уже перечислил. Звук сбалансированный, очень хороший. Басов хватает, высоких частот хватает, средние тоже звучат замечательно. Мне не очень нравятся. Из недостатков не совсем понятно, зачем эти колонки превратили в такой мини-музыкальный центр, который может читать флешки, может играть радио, при этом компакт-диски не предусмотрены, вставить их некуда, поэтому это и не центр как бы, а компьютерные колонки. Но в то же время функции, которые, вряд ли вы будете вставлять флешку в колонки, чтобы слушать их на компьютере. Согласитесь, это проще сделать в самом компьютере. По поводу прослушивания радио, возможно, это неплохая идея, если вы живете на съемной квартире, не хотите заморачиваться ни с какими радиоприемниками, вот такие колоночки взять, подключить их к телевизору и иногда слушать с них музыку. Но если вы живете в своей собственной квартире, я думаю, у вас наверняка есть другая акустика, на которой вы можете послушать и радио, и диски включить. Поэтому, в общем-то, функция ненужная, но при этом денег она никаких не стоит. Просто колонок без этой функции не было. Пришлось взять вот такие. Также мне не нравится, что получается сабвуфер надо ставить на открытое место, чтобы можно к нему флешки подключать и радио. Меня это полностью не устраивает, они у меня стоят за телевизором, чтобы их было слышно, но не было видно. Я не люблю, когда колонок дофига в квартире, а их у меня действительно много. Они не должны глаза мозолить, они должны просто дублировать акустику телевизора, создавать приятный звук. С этой функцией они справляются на 5. Также, если вы их выдернете из розетки или у вас моргнет дома свет, то, к сожалению, эти колонки тоже выключатся. Перейдут в режим ожидания. И вовсе не факт, что когда вы их включите, даже с пульта, они вернут прежние настройки громкости и басов. Возможно, вам придется их настраивать заново каждый раз после отключения электричества. Это плохо для колонок, для телевизора. Я люблю, что нету света, ладно, все погасло, свет дали, телевизор включил, акустика должна сама включаться автоматом. Здесь такого, к сожалению, нет. Если вас не пугает величина этих колонок и то, что сабвуфер желательно все-таки ставить на видное место, а не как я прятать, то рекомендую к покупке. Достойная вещь. Они сейчас, по-моему, стоят 7 с чем-то тысяч. Я их покупал за 4 с чем-то тысячи в Ситилинке в магазине. Это очень дешевый и очень хороший вариант. Сейчас я их подключу к телевизору. Все поставлю, как у меня это дома стоит. Колонок видно не будет. Но дам вам послушать звучание уже непосредственно с телевизором. И дальше пробежимся по их техническим характеристикам из интернета. Вот, ребят, колоночки за телевизор я ставлю таким вот образом. По-другому они у меня не помещаются. То есть сабвуфер боком, он огромный. Дальше идет рядом одна колонка и с другой стороны другая. Провода эти все сейчас буду втыкать в телек. Вот, колонки я убрал за телевизор. Выглядит это все у меня вот так вот. Телевизор большой, колонки скрывает хорошо. Ничего не видно, просто телек и телек стоит. Но с очень хорошим звуком. Громкость басов я выставляю всегда на -2, а то они слишком сильно бьют для квартиры. Громкость колонок на 55, 60 это максимум. Но я не люблю, чтобы техника на максимуме была, поэтому на 55. Вот, друзья, колоночки я подключил. Хоть они и громадные, но за телек у меня уместились. Правда, и телевизор не маленький, потому что он даже в стенку только под углом помещается. Но как раз то, что надо. Сейчас попробуем послушать
как они звучат на обычной программе. Жители нескольких сел в Астраханской области, они пишут письма властям, оббивают порог администрации, чтобы донести, насколько серьезная опасность им угрожает. Многие не покидают свои дома, чтобы точно не столкнуться с бедой лицом к лицу. Те, кто посмелее... Но на полную катушку я делать не буду. Они действительно очень громкие, громкости хватает. Частоты все передаются. Сейчас еще на YouTube включу вам видеоклип, чтобы басы послушали. Басы у меня убавлены на -2, хотя их можно на +10 выставить. И там якобы всего лишь 40 Гц, 20 Гц нет, но басов очень много, более чем достаточно. Ну вот сейчас включу вам клип группы Silesium и вновь продолжает бой. Громко делать не буду, где-то на 30% громкости телевизор выставлю. Просто фрагментик, чтобы вы услышали басы, если вы это, конечно, сможете сделать на каком-нибудь своем плеере. Опять же, я не знаю, как запишет это все мой фотоаппарат. Но чтобы вы понимали, для чего нужны колонки у телевизора. А я тут смотрю, у вас пионерская тематика. Ага. А вы знаете, какими были отважные ребята, пионеры? Да вы только посмотрите на этих бесстрашных красавиц. Вы что-нибудь слышали о молодой гвардии? Ну, примерно вот так вот. Дальше боюсь вам давать прослушивать. Вы же понимаете, YouTube сразу банит за любое использование музыки, которой нет в библиотеке YouTube. Поэтому, надеюсь, вам хватит, чтобы этого оценить, как звучат данные колоночки. Итак, колоночки Sven MS2100 2.1 черного цвета в City-Link. Это первый попавшийся просто магазин, где я их сейчас нашел вам. Они стоят чуть больше 7000. 7400. Основные характеристики. Акустический тип 2.1, выходная мощность 80 Вт. Это нормальных наших настоящих ватт, не китайских. Магнитное экранирование, регулятор на передней панели, питание от сети, возможность установить на стену, тип акустики стационарный. Суммарная мощность 80 Вт, частотный диапазон от 40 Гц до 20 кГц. Мощность фронтальных колонок 2х15. Размер 80 мм самого динамика фронтального. Среднечастотный. Высокочастотный динамик 37 мм. Сабвуфер мощность 50 Вт. Размер динамика 176 мм. Выход фазы инвертора на передней панели. Но я вам это показывал. Особенности: дисплей, магнитное экранирование, возможность крепления к стене, встроенный FM-тюнер, пульт дистанционного управления. Ну, дальше размеры интерфейса. Один USB разъем, поддержка карт памяти SD, линейный вход стерео, корпус МДФ, размеры колонок вы сами видите, не буду их диктовать. Общий вес 8 кг, так что рассчитывайте, с коробкой где-то килограмм 9 будет весить, когда потащите. Коробка большая, страна-производитель, естественно, Китай. Для Китая очень неплохо.
Вот, кстати, нашел еще один магазин, Техпорт называется. Здесь эти колонки сейчас стоят 6450 рублей всего. На этом свой обзор заканчиваю. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Ждите еще обзоры на акустику. Акустику я люблю, ее у меня много. Всем пока.